Видео будет посвящено генералу Залужному и той статье, которая была буквально недавно, на днях опубликована в Вашингтон-Пост. Но начнем с первой темы. Итак, Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины. На днях вышла статья в Вашингтон-Пост. Статья примечательна тем, что Валерий Залужный, как известно, человек, который не ищет рекламы, в отличие от гражданских политических карманичей, которые мало того, что содержат целую сферу пиарщиков, так они еще нанимают на разных континентах себе профессиональные лоббистские компании, которые стоят миллионы, я так полагаю. Так вот, Валерий Залужный человек, который занимается делом, и выход с этой статьи не случайен. Я думаю, что причине, почему она вышла вообще в принципе, зачем она была написана, я вам поделюсь своими соображениями в самом конце. А пока хотел бы обратить внимание вот что. Я вам неоднократно рассказывал в своих видео, какими я вижу качества, которыми должны обладать украинские лидеры. Даже самый главный лидер и те, которые его окружают, их немного. Первое – это профессионализм, второе – это, не будем говорить там честность, не будем говорить хороший человек, хотя бы не вор, это уже сейчас по нашим нынешним стандартам это уже почти достижение. И неоднократно мне задавали вопрос, а где вы таких видите? В Украине, это украинские зрители меня спрашивают. И кого я вижу следующим президентом Украины? Я хотел бы использовать эту статью для того, чтобы обсудить эти вопросы. Взяв за, так сказать, потенциальный образ, вернее, за предмет обсуждения, назовем это так, объект обсуждения Валерия Федоровича Залужного. Итак, что мы узнаем из этой статьи о нем? Первое. То есть мы не будем рассказывать, где он родился, где он женился, мы будем говорить о нем как о руководителе, высшем военном руководителе. Я не боюсь высшим руководителем страны, который конкретно руководит военными действиями. Итак, что я лично вынес. Это профессионал. То есть первый критерий есть. Это профессионал высочайшего класса. Почему я так думаю? Да потому что Валерий Федорович поступил в военное училище, закончил его уже в 90-е годы. Наверное, украинцы старшего, среднего возраста помнят, что это было за время. Это время было, когда страну рвали на части новые так называемые элиты. Продавалось все. И прежде всего деребанили вооруженные силы. Начало это с продажи, я повторяю, с продажи ядерного потенциала. Потом сбагрили стратегические носители и ракеты, которыми сейчас бомбят и обстреливают Украину из Мордора. А потом и все остальное. То есть вооруженные силы Украины были в упадке. Их уничтожали фактически. Я вам рассказывал, что я занимался прослушиванием тех записей, которые в ФСБ Российской Федерации при помощи бодигардов или охранников тогдашнего президента Кучмы записали, сделали эти записи в течение сотен часов. Я их прослушал все, не менее 500, а скорее всего где-то около 700. То есть я виртуально присутствовал, на всех докладах министров и других ответственных должностных лиц президенту Кучмы. Они меня не видели, поэтому говорили свободно. И я помню несколько докладов министра обороны Кузьмука. Он там что-то рассказывал о укрепрайонах и так далее. Президент Кучма даже не реагировал. Ему было скучно слушать министра обороны. Ему было это все до фонаря. Единственное, когда он оживлялся, это когда речь шла, что можно продать. Там живо так шло обсуждение, куда наконец-то сбагрить авианосец, который остался в Украине. Но потом, как вы помните, если помните, сбагрили его за копейки по цене металлолома китайцам. Обсуждалось также, как компенсировать долг Путину
Но это не государственный долг. Его замаскировали как государственный. На самом деле это был частный долг. Путем отдачи стратегических бомбардировщиков, которых было немало в вооруженных силах Украины. То есть тема вооруженных сил Украины, она была никакая, никого не интересовала. И молодые люди, заканчивавшие школу, они шли все в бизнес, как правило. Ну или там где-то поближе, там, где было деньги, все, запах денег, он висел в воздухе. И вот в этих условиях Валерий Федорович поступил в Одесское военное училище. О чем это говорит? В то время туда поступали две категории людей. Прежде всего, это люди, которые реально были привержены, это был их выбор, они жили этим. Это было их вдохновение и воздух, которыми они дышали в жизни. Это военное дело. А вторые это были те, которых не брали никуда больше. Вот так жизнь сложилась. То есть у меня очень много знакомых в Украине, которые имеют всевозможные воинские звания, начиная от сержанта и кончая генералом армии. И я вот от них все это слышал, что тогда творилось с вооруженными силами. Быть офицером это не было престижным занятием. Валерий Федорович пошел в это дело, свидетельствует мне о том, что он был фанатом в условиях, когда это было не престижно. И он закончил его не кое-как. Вот если бы его туда загнала судьба, то есть некуда было деваться. Ну, надо куда-то, вот пошел туда. Он бы закончил его кое-как. Он закончил его с отличием. И все остальное образование, которое он получал дальше, все было с отличием. То есть это профессионал высокого класса, который постоянно учится. И он не только учебники необходимые прочитал, он еще масса другой литературы, в том числе то, что написал враг. Первый критерий мой, необходимый для руководителя высокого класса Украины – профессионализм. Блестяще. Валерий Федорович отвечает этому. Дальше. Я вам говорил, что в разведке, как и в военном деле, победа отличается от поражения. Она лежит в деталях, в мелком шрифте. К вниманию к этим деталям, учетам их, надо читать, что написано внизу, мелким там, подстрочником. И вот Валерий Федорович, на мой взгляд, как раз и обладает этим качеством. Он совершенствовался после этого, да? Были обстоятельства в жизни, которые были для него неожиданны. Например, тут описывается, как однажды благодаря или из-за усилий, враждебных усилий российского бюро Интерпола, его арестовали на некоторое время в Брюсселе, куда он приехал на официальную встречу. И тогда, значит, он понял, он не знал, как себя вести в первые минуты, когда это все произошло. И вот этот инцидент заставил его задуматься и понять, что у него есть какой-то там пробел в образовании, международное право, и он решил его изучить. И он его изучил, и он получил очередной диплом с отличием. Он видит суть проблемы, что очень редко. Вообще так, по большому счету, людей. То есть можно видеть перед собой набор событий, набор фактов, но не уметь их связать. Генерал Залужный может это делать. Свидетельство тому переход вооруженных сил Украины фактически на натовские стандарты не только по вооружению, но самое главное переходит к способу проведения военных операций. Причем это делается во время войны, сложной, тяжелой войны. Это занимает много времени даже в мирное время. Во время войны за несколько месяцев это просто чудеса. Кроме того, занимаясь своими вооруженными силами, еще раз, возвращаемся к сути проблемы, как важно ее схватить. Те, кто смотрит, наверное, большинство из вас рано так или иначе смотрели советские фильмы о войне, Второй мировой войне. Особенно в начале войны, когда там немцы уже под Москвой или немцы под Ленинградом, там провал, вот-вот сейчас катастрофа. Присылает туда Жукова. Что делает Жуков? Он начинает орать на подчиненных. Он не говорит им, что надо делать по большому счету. Он не приезжает с какой-то гениальным планом операции. Он начинает орать, обещать расстрелять. Некоторых, это уже за кадрами фильма, расстреливали. С ними еще Мехликс приезжает. Везде это не только Жуков. Вот
я обращал это фантастически. Как не приезжает какой-то командующий, все начинается и заканчивается ором. Или ты там удержишь рубеж, или я тебя вообще, лучше бы ты не рождался. И так везде. Там было страшное дело. То есть ты начальник, я дурак. И я генерал, рядовой, это так, скот, это мясо, это не человек. Валерий Федорович увидел суть проблемы. Он начал менять культуру, ну, то, что называется, характер, culture. Culture – это вот, наверное, характер, да? Существо само человека, в данном случае армии. Вот тут интересно описывается контраст с тем, как Жуков и другие советские генералы, ну, не только во время войны, а позже, после войны то же самое было. Самодурство там было, хоть отбавляй. Он же был как бы инженер человеческих душ. Как описывается, интересно, в статье ситуация, когда первые часы войны кто-то там зашел к нему, и видит, он отвечает на телефоны, один, другой, третий, там, докладывает с места. Вы представляете, какая ситуация? Враг вторгся. А 2 дня назад высшее руководство государства со ссылкой на разведку Украины же говорило, что все спокойно, ничего не будет. И вдруг вот она, как всегда, как 22 июня 41-го. И вот он отвечает на эти вопросы, дает отрывистые указания и находит возможность сказать такие слова, как «красавчик», «молодец», «давай». То есть это руководство высочайшего просто качества. Это, ну, как у нас в конторе говорили во время о таких руководителях, это инженер человеческих душ. То есть вот это сочетание, профессионализм, внимание к деталям, самосовершенствование, умение схватить суть проблемы, инженер человеческих душ, это потрясающе просто, уникальная комбинация, поверьте мне. То есть человеку, который получил образование, одно из лучших в этой области, я имею в виду агентурной разведки, где все было о людях, о тех качествах, которыми они обладают. Ну и не случайно, это видно не только мне, это видно и газете, повторяю, «Вашингтон-Пост», это газета, самая, я бы сказал, влиятельная, самая осведомленная в те дни, в те годы, когда в Белом доме сидит президент-демократ. Так вот, эта газета, ее корреспондентка, которая написала эту статью, описывая все те победы, уникальные победы, достижения, которые добились ВСУ за прошедшее, значит, с начала агрессии время, это то, что враг был отбит, отброшен от Киева, отброшен от Харькова, затем, это я имею в виду в первой неделе, затем это блестящая операция осенью, когда значительная часть Харьковской области была уникальной операцией, очищена от врага, затем освобождение Херсона. Все это газета, да я считаю, наверное, я не то, что считаю, я так думаю на основании того, что мне в обратной связи пишут мои зрители, все это отдается, слава, кредит, как говорят американцы, отдается по праву генералу Залужному. Генерал не останавливается на достигнутом, он держит себя на высшем уровне профессиональном вот современности, он постоянно совершенствуется, он читает труды своих врагов. В частности, он говорил о Герасимове, говорил о том, что он читал все, что тот написал, сокрушается, что тот перестал писать, доктрина Герасимова. Это, конечно, блестяще, что генерал это читает, но я хотел бы внести, я не знаком с генералом, мне никогда не приходилось с ним общаться, но хотел бы внести одну ясность насчет доктрины Герасимова. Есть такой профессор в Лондоне, Марк Галиотти, которому принадлежит вот этот термин. Он ввел его в оборот. Доктрина Герасимова. Сделал это он не специально, а случайно. Он описывал вот эту доктрину и случайно как-то назвал ее доктриной Герасимова. Потом он извинялся, это уже когда агрессия началась, говорил, что меня неправильно поняли. На самом деле, говорит, это придумали другие офицеры генерального штаба. А генерала просто, ну так принято было. То есть
подчиненные, как рабы, работали на начальника, писали ему речи, писали ему статьи и ставили его имя. За это ему слава, а им продвижение по должности. У нас тоже было такое. Правда, не так, как в армии, но в армии это было поголовно. Генерал Залужный – это человек, который мыслит стратегически. То есть он не мыслит только категориями вот сейчас. Стоять и не пущать, держать оборону и ни шагу назад. Он уже смотрит в будущее. Он понимает будущее Украины и что необходимо сделать. Это тоже редкое, уникальное качество. Вот что он по этому поводу говорит. Победа будет тогда, когда у нас будет армия, может быть, даже не маленькая, которая будет гарантировать безопасность детей, которые сейчас ездят в детских колясках, чтобы они росли и знали, что такого больше не будет. А это колоссальный объем работы, и начинать его нужно сейчас. Вот, казалось бы, банальные вроде бы слова. Но вдумайтесь, господа, я обращаюсь к своим украинским зрителям прежде всего. До этого как-то получалось. 30 лет в Украине никто не додумался. Вместо того, чтобы вот заниматься этим военным строительством, наоборот, шел дерибан, шло уничтожение, распродажа этой армии, этих вооруженных сил. И вот сейчас, к сожалению, мы пожинаем плоды всего этого. Ну и вот еще один. Сколько сейчас говорят, почему нам то не дают, почему нам это не дают, почему нам дают по чайной ложке. А вот генерал, слушайте, что он говорит. Необходимо производить оружие для обороны, а не зависеть от других. Вот она, еще простая мысль. Почему-то никому она не пришла в голову. Вернее, как, она наверняка приходила в голову, но не тем людям, которые принимали решения. Те люди, которые принимали решения, как показывает практика, они использовали эти вооруженные силы, вернее, технику вооруженных сил, для того, чтобы набить себе карманы и купить себе хатынки. То здесь, то там. Ну, еще интересно, правда, это не было упомянуто в газете, наследство. Валерий Федорович получил наследство из Соединенных Штатов Америки. Нет, у него не было там родственников. Никаких родственников, которые бы там, уходя, покидая этот мир, завещали бы ему какую-то сумму денег. Сумма денег около 1 миллиона, если я не ошибаюсь. Это просто частное лицо, которое наблюдало за героической борьбой ВСУ украинского народа с агрессором. Это лицо оценило ту роль, которую играл генерал Залужный в этом деле. И перед смертью этот человек, который никакого отношения не имел к Украине, не говоря уже конкретно о генералу Залужному, завещал ему $1 миллион. И генерал Залужный, это совершенно четкая информация, точная, все это оформил и передал в распоряжение ВСУ. Вот вы думаете только об одном этом факте. Это происходит в то время, когда мы слышим со всех сторон о 36 миллиардах, которые были за первые месяцы войны засунуты в офшоры и там бесследно исчезли, якобы на оборону, о яйцах по 17 и о других мерзких делах. И вот на фоне этого был такой рассказ, вернее, есть такой рассказ у Горького «Преждевременный человек». Ну вот вопрос. Я думаю, это не преждевременный человек. Вот как раз настало время сейчас, в этот архисложный момент для Украины, настало время для таких людей. Они есть. Просто вот жизнь так складывается. Не было бы войны, Валерий Федорович где-нибудь там бы руководил, ну, может быть, бригадой, может быть, там объединением бригад, может быть, сделали бы дивизии бы где-то там руководил, хорошо бы руководил, но не более того. Вот возникло время, такая ситуация, когда страна в опасности, народ ищет, кто ее спасет, и вот здесь судьба, кто верит в судьбу, Бог, кто верит в Бога, посылает ответ, посылает человека, который это может сделать. То есть вот эти все обстоятельства должны соединиться. К сожалению, это соединение происходит в очень сложные, трагические периоды истории,
Ну вот, наверное, это как раз тот случай. То есть в одно это наследство на фоне повального мародерства, воровства, грабежа страны. Это уникальное явление. То есть у меня такое впечатление, что на таком уровне за последние 30 лет, да и до этого, у Украины не было человека с таким набором фактически уникальных качеств. То есть я бы так прикинул, вот если вы проводить какие-то исторические параллели, сравнил бы это с образом генерал де Голь. Но даже не де Голь, больше, чем де Голь. Де Голь сидел в Лондоне, оттуда что-то как-то там организовывал. Маннергейм. Скорее, да, скорее Маннергейм, что-то ближе. То есть это так, по большому счету, спаситель нации. Но это не Пиночет. Это не Пиночет, это не тот человек, который будет добиваться поставленной целью жестоким насилием, в свою очередь, подавляя своих противников, оппозицию жесточайшими методами. Это уникальное сочетание и силы, и решимости, и человечности. Поэтому вот я вам скажу, господа, что величие настоящее или полное ничтожество руководителя, большого руководителя, в более-менее полной форме проявляется в самые трагические моменты истории страны. И это вот как раз тот случай. Поэтому я вам скажу, вот перечислив все это, и я вам рассказывал о тех критериях, которые я сформулировал для себя, которым должны отвечать потенциальные руководители, лидеры Украины после окончания войны. Вот это тот человек, который 100% отвечает этим критериям. Еще одно качество назову. Он еще и дипломат. То есть он не просто получил степень магистра в области международных отношений, магистра и международного права. Кстати, мы с ним коллеги в этой области являемся. Он реально умеет применить это на практике, потому что вот на фоне скандалов, каких-то драматических пиар-акций, заламывания рук, истерик, водевилей, трагикомедий, в это время тихо, за занавесом, за кулисами вот этого всего шума, который не помогает, а мешает Украине воевать с агрессором, в это время проводится большая дипломатическая работа, которая решает все. Вот от нее зависит это. Это военная дипломатия между ВСУ и высшим командованием, военным командованием Соединенных Штатов Америки, комитетом начальников штабов, Пентагоном, командующим САКУР, так называемым, командующим Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе, американской армией в Европе. Вот между этими людьми и высшим дипломатом, если хотите, министром иностранных дел, военным министром фактически иностранных дел от Украины, там является Валерий Федорович Залужный. И, как мне говорили люди из, ну скажем так, из кругов около Пентагона, но знающие проблему, Валерий Федорович пользуется чрезвычайным уважением. Там царит полное понимание, ну, что делать, есть иногда политические ограничители, в рамках которого приходится работать военным, но в рамках этих ограничений они отрабатывают на все 100. Мне один из зрителей где-то дня 3-4 написал, что вот мне бы полезно было бы сформулировать, а что делать для того, чтобы, наконец-то, чтобы Украина, выйдя из этого тяжелейшего испытания, опять не грянула, не погрузилась бы уже в мирное время в пучину опять мародерства, грабежа, коррупции, повальной коррупции. Ну вот, нужен человек. Я вот считаю, это как раз тот человек, который нужен. Поэтому как это можно сделать? Сначала было слово, да, это слово нужно донести до масс. Я знаю, что Валерий Федорович пользуется колоссальной поддержкой населения. Завистливые чиновники, пиджаки видят это и злобно ему завидуют.
Ну, вот последним примером, я бы сказал, было его 50-летие, когда было там, для того, чтобы отвлечь внимание народа от этого события, некоторые товарищи совершили целую увеселительную поездку, на пикник выехали, все внимание должно было к ним было приковано, но тем не менее. Короче говоря, вот надо так мобилизовать народ, чтобы он, пройдя вот эти все тяжелейшие испытания и выиграв войну, которая будет выиграна, чтобы они опять не проголосовал то ли за пачку соли, то ли за пачку гречки, то ли за еще какое-нибудь обещание аморфное о светлом будущем, которое никогда не сбудется. Но теперь, значит, зачем было, так по большому счету, зачем была написана эта статья? То есть, перечислив вот эти блестящие качества Валерия Федоровича, я думаю, что главный смысл статьи был в его размышлениях о военных действиях. Что он может делать, что не может и как он поступит. И вот сейчас мы оценим все эти качества, которые я перечислил, как они преломляются вот в этом частном вопросе. Как пишет газета, западные союзники, опасаясь эскалации войны с Россией, поставили условия, что поставленные ими, то есть западными союзниками, ракеты большой дальности и другие боеприпасы не могут быть использованы для нанесения удара вглубь российской территории. Поэтому, по словам Залужного, он использует оружие украинского производства для частых ударов через границу, то есть вглубь российской территории. Поставлю точку пока на этом. Значит, первое. Еще раз. То есть, сколько я вам говорил, отвечал на вопрос, можем, не можем. Значит, вот смотрите, пример американской войны в Корее. Было ограничение. Река Ялу. До реки, то есть вот до того берега можно стрелять, через тот берег нельзя. Вплоть до того, что мост. Вот с этой стороны американцы могли его бомбить самолетами, а вот с другой стороны они не могли его бомбить. И они так поступали. То есть это не только Украины касается. Ну вот так, поставили ограничения, потому что не хотят Третьей мировой войны. Окей, то есть эти люди отвечают за свои страны и не только за свои, которые принимают это решение. Но есть выход. То есть можно кричать, возмущаться, заламывать руки, устраивать истерики. Но всегда в любой ситуации есть вариант. Можно найти маленький такой вот, и взявшись за него этот шанс, раскрутить его и использовать. Каждая проблема имеет решение. Нужно просто подумать спокойно и ее использовать. И вот вам, пожалуйста, он, генерал Залужный, будет использовать оружие украинского производства для частых ударов по... Они уже происходили. И когда они происходили, из вооруженных сил Украины никогда не поступало сообщений о том, чтобы они применяли оружие западного производства. ВСУ вообще молчала чаще всего. Это все вот пиарщики из гражданских властей. Я называл эти удары ударами Святого Духа. Вот, наверное, так это, наверное, и будет. То есть эти удары будут, иначе войну выиграть невозможно. Это все понимают. Эти удары, то есть, будут, вы мне скажете, а где это украинское оружие. Как я помню, один из знакомых мне говорил, мы называли его сержант Фаза, когда я служил в армии под Одессой. Он говорил, их много есть у меня. Ну, не знаю, как много, немного, но это оружие будет иметь место, когда оно понадобится. Ну и дальше генерал рассказывает о своем видении всем этим. И это пишет фактически publicize, то есть не рекламирует, но распространяет эту информацию газета, причем с симпатией для генерала Залужному, газета, которая близка к Белому дому, к администрации США. Цитата генерала Залужного. «Это наша проблема, и нам решать, как убить этого врага. В войне можно и нужно убивать на его территории. Если наши партнеры, побоятся применить свое оружие, мы будем убивать своим, но только столько, сколько нужно». Зачем вот эта фраза последняя? Чтобы не довести ситуацию до такой степени, когда загнанная в угол крыса
может совершить совсем безумный поступок. Все просчитано вот в этой фразе. Все понятно. Вот вам, пожалуйста, и дипломатия, и умение решать проблемы. И поэтому газеты подчеркивают, что генерал Залужный – это не просто военный стратег, но ему регулярно приходится решать геополитические вопросы. И в частности, вопрос о красной черте. И он с ними эти вопросы решает. И скажу им так, господа, пока это дело в руках генерала Залужного, я спокоен. Ну, вернее как, сижу с волнением, но спокоен, что все будет нормально. Меня больше беспокоит, когда в это дело лезут непрофессионалы, пиджаки. Вот тут-то все и начинается, когда реальное дело подменяется пиаром. Это вот самое худшее, что сейчас может помешать Украине. Генерал Залужный не стесняется заявлять о своем намерении вернуть Крым, который незаконно аннексирован Россией в 2014 году, пишет газета. Даже несмотря на то, что некоторые западные чиновники втайне беспокоятся о том, какой будет реакция Путина. Военные в Соединенных Штатах понимают уже, особенно после Пригожинского мятежа, по поводу этой реакции Путина. Она никого особо не волнует. О том, что сделает НАТО в случае, если худшем, я вам рассказывал месяцы назад. Это все было изложено еще, по-моему, в мае прошлого года генералом Ходжесом. Поэтому, как говорит генерал Залужный, как только у меня появятся необходимые capabilities, то есть средства для этого, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать, никто меня не остановит. Это говорит дипломат. Это значит, что вопрос решен и закрыт. И что интересно, я не верю, вернее как, есть, конечно, совпадения, их много в жизни, но вот когда события важные на одну и ту же тему появляются примерно в одно и то же время, когда напрашивается вопрос, что они взаимосвязаны. То есть это вот заявление генерала Залужного о его намерении жестким образом бить по территории врага всеми имеющимися силами и средствами, совпал с заявлением Совета по внешней и оборонной политике Российской Федерации. Я вам напомню, есть такая организация, куда входят бывшие министры, лучшие стратеги-мыслители Российской Федерации. Лавров туда даже входит. Эта же организация проводит вот этот Валдай ежегодный, раньше, во всяком случае, они проводили, так сказать, мозговой штурм России во внешней политике. И я вам рассказывал, пару недель назад вышла статья одного, по-моему, почетный председатель этой организации, ее основатель Караганов, который написал статью, а потом, когда происходил мятеж пригожинский, он 2 статьи дополнительные были опубликованы в России, смысл которой сводился в том, что России ничего не остается делать, когда надо нанести ядерный удар. Очередной раз решили потрясти ядерными причиндалами. И вот вышло заявление Совета по внешней и оборонной политике всей организации, в которой призывы Караганова, я вам скажу, вот та статья, безусловно, она была первая опубликована не то что с согласия, а по заказу Кремля, я уверен в этом, а то, что он еще написал 2 статьи вариации на эту же тему, я опубликовал РИА Новости, еще какой-то там центровой ресурс прокремлевский, свидетельствует о том, что это, просто указание было Кремля. Так вот эти статьи, господин Караганов, были подвержены в этом заявлении Совета по внешней политике уничтожительной критике, названные, мягко, но очень-очень жестко. Просто. То есть раньше в Советском Союзе это было разоблачение врагов типа народа, подстрекателей, поджигателей и так далее. Господин Караганов был подвергнут анафеме, назван, почти, только другими словами, полусумасшедшим, и было сказано, что ядерная война в нынешних условиях, то есть самые разговоры о ней, это дело безответственное. Так вот, как вам встречное движение. Генерал
Залужный говорит о том, что мы будем бить врага на его земле, раньше на это отвечали, а мы по вам ударим там тактическим ядерным оружием, а теперь говорят, что этого мы делать не будем. Интересное развитие события. Будем следить дальше о развитии. Ну и давайте обсудим. Пишите, что вы думаете. Что вы думаете? Я считаю, опять-таки, что генерал Залужный – это Маннергейм Украины наших дней, спаситель нации. Не только во время войны, но и после. Но его, то есть он защитит Украину. Он защитит Украину от смертельного врага, но внутри страны народ должен объединиться и защитить генерала от мелких чиновников, жалких завистников, которые боятся его популярности, для которых главное не защита Украины, а остаться при корыте как можно дольше. Вот на этом, господа, позвольте закончить это видео. И, как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. И вам, друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в наши неизбежные победы. До новых скорых встреч!